1 декабря 2013 года небо над Гуамом стало свидетелем одной из самых странных поддержанных военными операций в современной истории. Бурый древесный ужрнья – один из самых печально известных инвазивных хищников в мире. И вот на Гуаме с низколетящих вертолетов тысячи крошечных картонных парашютов плавно опускались в густые леса острова. Каждый состоял из мертвой новорожденной мыши, к которой была приклеена таблетка парацетамола, ацетаминофен. Но это было далеко не случайным действием. У миссии была очень конкретная цель. Враг, который подорвал экосистему Гуама, разрушил его экономику и устоял перед десятилетиями попыток истребления. Всем было смешно над США, которые бросали тысячи мышей над Гуамом. Год спустя смеявшиеся пожалели об этом. Вертолеты ровно гудели, проносясь низко над плотной кроной леса, покрывающего северную часть острова. Внезапно из-под вращающихся винтов начали опускаться тысячи мелких предметов, ловя солнечный свет, когда они порхали на тонких крылышках из зеленой тонкой бумаги. Каждый крошечный картонный парашют, разворачивающийся в воздухе. Но это были необычные парашюты. Под каждым висела мертвая мышь, аккуратно прикрепленная к двум маленьким кусочкам картона, а зеленая бумага была сложена в перевернутую подкову, чтобы ловить воздух и замедлять падение. Этот странный авиасброс был самым крупным из подобных. Было рассеяно около 2000 мышей над лесом внизу. Каждая приманка медленно падала, чтобы мягко приземлиться среди деревьев. Необычность происшествия заключалась не только в самом количестве мышей, падавших с неба, но и в мрачной цели, стоявшей за этим. Эти грызуны не были живыми и невинными. Внутри тела каждой мыши находился мощный яд, тщательно рассчитанный на цель, смертельно опасного хищника, скрывающегося на острове. Эти мертвые и беспомощные мыши были частью тщательно спланированной операции, сочетавшей науку, военную точность и неотложную потребность защитить хрупкую экосистему Гуама. Хоть эти маленькие мыши и не понимали своей роли, их молчаливая миссия была ясна, но уже служить приманкой в смертельной ловушке, нацеленной против инвазивной угрозы, не похожей ни на что, что Гуам видел прежде. Остров под осадой. Чтобы понять серьезность этой необычной стратегии, важно осознать скрытую борьбу, которую Гуам ведет десятилетиями, борьбу, невидимую для большинства, но катастрофическую по последствиям. Гуам – узкий остров длиной всего 31 миля, около 50 километров, и шириной до 6 миль, около 10 километров, в самой широкой части, является важной военно-стратегической базой США, имеющей значение с времен Второй мировой войны. Но помимо военного значения, этот тропический рай пострадал от неумолимой инвазии скрытного врага – бурого древесного ужа. Родом из далеких регионов, лесов Северной Австралии, Папуа-Новой Гвинеи и Соломоновых островов, бурый древесный уж, ночной, подвижный хищник, идеально приспособленный для охоты на деревьях. Точные обстоятельства его появления на Гуаме остаются неясными, но широко считается, что после войны змеи проникли на остров в военных грузовых кораблях или спрятались в отсеках шасси самолетов. Оказавшись в окружении природы Гуама, змеи обнаружили идеальную среду для распространения: теплый и влажный климат, обилие добычи, не знавшей опасности, и отсутствие естественных хищников, сдерживающих их численность. Последствия были разрушительными. Этот единственный вид вызвал экологическую катастрофу, быстро истребив местных птиц и нарушив хрупкий баланс дикой природы Гуама. Птицы, эволюционировавшие в течение тысячелетий без змей-хищников, вдруг оказались беззащитными, их популяции обрушились, многие виды оказались на грани исчезновения.
Экосистема острова начала разваливаться в тех формах, которые ученые никогда прежде не видели, угрожая не только биоразнообразию, но и культурному наследию и экологическому здоровью Гуама. Что же привело к такой цепочке событий? Эти змеи, стройные и ночные, сначала охотились на мелких и многочисленных существ, которые естественным образом обитали на острове – ящериц, лягушек, насекомых. На этом этапе экологический баланс казался едва нарушенным. Но бурый древесный уж – необычный хищник. Он исключительно приспособляем и прожорлив. Со временем, по мере роста змей до взрослых особей, их рацион существенно расширялся, и особенно опасной их делала ненасытная тяга к птицам, яйцам и мелким млекопитающим. В одном рекордном случае уж проглотил птицу массой почти 80 собственной массы тела, показатель, подчеркивающий его охотничью мощь. Ученые зафиксировали ошеломляющее снижение регенерации деревьев на 92%, поскольку семена больше не переносились от материнских растений для прорастания в новых местах. Структура леса начала разрушаться, и это оказало глубокое и долговременное воздействие на экосистему острова. Без птиц контроль над популяциями насекомых нарушился, и паукообразные пережили беспрецедентный всплеск численности. Леса острова превратились в странные, жуткие места, кишащие членистоногими. Тем временем популяция самих бурых древесных ужей резко увеличилась, в некоторых районах доходя до невероятных плотностей, что делало восстановление местной фауны практически невозможным. Экологический хаос, причиненный бурым древесным ужом, только часть истории. Змеи любили подниматься по вертикальным поверхностям, деревьям, зданиям и, что особенно важно, по столбам линий электропередач. Такое поведение приводило их к частому контакту с человеческой инфраструктурой, и результаты были катастрофическими. Змеи забирались в электрические подстанции и трансформаторные шкафы, вызывая массовые отключения электроэнергии, постоянную и дорогостоящую проблему для Гуама. В среднем остров ежегодно сталкивался примерно с 80 отключениями электроэнергии, прямо связанными с вмешательством этих змей в электрооборудование. Финансовые потери были огромны, оцениваются до $4 миллионов ежегодно на ремонт, простой и предупредительные меры. Но экономический урон не ограничивался электроэнергией. Туризм, одна из опор экономики Гуама, серьезно пострадал. Остров приобрел нежелательную репутацию. Истории о змее в пригородах и о нашествии пауков в небывалых масштабах отпугивали туристов. Образ острова, кишащего инвазивными хищниками, заслонил его природную красоту и культурное наследие, вызвав волну негативных последствий в местном бизнесе и туристическом секторе. Еще более пугающей была угроза распространения змей за пределы Гуама. Бурые древесные ужи уже прокрались на многие острова Микронезии посредством транспортных и грузовых судов, имеющих прямые или косвенные связи с Гуамом. Перспектива проникновения этих змей на большие и более уязвимые экологические острова была кошмарной. Особенно уязвимы были Гавайи. Их эндемичные экосистемы, подобно тому, что произошло на Гуаме, не подготовлены к таким хищникам. Введение бурого древесного ужа туда могло привести к катастрофе, масштабы которой превысили бы уже случившееся на Гуаме. Были неудачные попытки до мышиного сброса. В течение десятилетий остров Гуам вел неустанную борьбу с инвазивным бурым древесным ужом. Власти и защитники природы вкладывали ресурсы в традиционные методы попыток сдержать и сократить растущую популяцию. Однако неумолимый захватчик продолжал размножаться и распространяться с разрушительными последствиями.
Первой линией защиты стало обучение специально отобранных собак уловлять змей в портах и аэропортах Гуама, критических воротах, через которые змеи могли покинуть остров и вторгнуться в соседние экосистемы. Эти собачьи отряды эффективно перехватывали змей в грузовых отправках, багаже и другом. Хотя это давало надежду, проблема не исчезала. Змеи предпочитали густые, непроходимые северные джунгли, где рельеф был крутым, а доступ чрезвычайно затрудненным. Инспекторам и офицерам по охране дикой природы приходилось бороться с плотной растительностью, крутыми склонами и постоянной влажностью, что делало систематическое отслеживание медленным, опасным и зачастую неполным. Несмотря на все эти меры, популяция бурого древесного ужа на Гуаме продолжала расти без контроля. К 2013 году оценки указывали на примерно 2 миллиона змей, населявших остров, ошеломляющая цифра с учетом размеров Гуама и ущерба, нанесенного местной фауне. Популяции птиц рухнули, местные рептилии исчезали, и баланс экосистемы острова катился к коллапсу. Становилось мучительно ясно для ученых и политиков, что обычные стратегии сдерживания недостаточны. Масштаб проблемы в сочетании со скрытной природой змеи и непримиримой географией джунглей означал, что точечных усилий уже не хватит. Гуам стоял на распутье. Требовался новый, более масштабный подход. Слабое место змеи. В поисках решения ученые обратились к неожиданному источнику, не к сложной технике или экзотическим химикатам, а к распространенному безрецептурному препарату. Обезболивающее парацетамол, в США известный как ацетаминофен, торговая марка Тиленол, изучали в контексте различных токсикологических эффектов на протяжении лет. Однако его потенциальная смертельность для бурого древесного ужа до недавнего времени оставалась незамеченной, пока исследования не пролили свет на уникальную летальность вещества для этого вида. Открытие было почти случайным. Лабораторные тесты показали, что парацетамол в удивительно низких дозах может смертельно отравить бурых древесных ужей. Точный биохимический механизм пока не полностью понятен, но результаты были ясны. Одна доза примерно 80 мг, лишь 16-я часть типичной человеческой таблетки, была достаточно, чтобы убить змею. Такая чувствительность необычайно высока по сравнению с другими животными, что делает парацетамол редким и ценным инструментом. Но идентифицировать яд – это лишь начало битвы. Реальная проблема заключалась в доставке. Бурые древесные ужи – мастера скрытности и мобильности. Их способность лазить по деревьям и прятаться в густой листве делала традиционные методы приманки недостаточными. Как ученым распределить смертельную дозу парацетамола по популяции, разбросанной на тысячах акров скалистых джунглей, не нарушив при этом естественный баланс и не подвергнув риску других животных? Эта логистическая задача требовала инновационного решения, что и привело к идее. Мертвые мыши, парящие на парашютах, тихо падающие в верхушки деревьев. Планы мышиного сброса. Решение, возникшее в ответ на логистическую проблему, было столь же неожиданным, сколь и бесспорным. Воздушная атака на укрытие бурых древесных ужей с использованием мертвых мышей, каждая из которых содержала дозу парацетамола, аккуратно сбрасываемых в крону леса с низколетящих вертолетов. Министерство сельского хозяйства США после тщательных исследований и экспериментальных испытаний утвердило программу стоимостью около $8 миллионов на реализацию этого смелого плана. Концепция была простой, но исполнение прорывным. Использовать охотничьи инстинкты змеи, доставляя отравленную добычу прямо в их территорию, создавая зоны с уменьшенным количеством хищников.
Вертолеты скользили низко над кронами деревьев и выпускали эти специально подготовленные мыши в точно рассчитанных последовательностях. Каждая мышь была закреплена на крошечном картонном парашюте, разработанном так, чтобы медленно порхать и застревать в густых ветвях высоко над землей, там, где змеи охотятся и прячутся. Некоторые мыши были оснащены миниатюрными радиопередатчиками, крошечными устройствами, не больше зерна риса, которые позволяли ученым отслеживать, насколько быстро приманку подбирали змеи, и собирать данные об активности. Декабрьская операция 2013 года была самым амбициозным и масштабным испытанием этой идеи. План представлял собой комбинацию биологического понимания и авиационной точности, нацеленную на то, чтобы охватить недоступные земли и доставить яд в те места, куда нельзя добраться пешком или традиционными методами. Как только операция стала достоянием общественности, она вызвала бурю медийного внимания, наполненного недоверием и даже насмешками. Кадры и видео мертвых мышей, тихо опускающихся на парашютах в крону леса, облетели мировые новости, вызывая смесь любопытства и недоумения. Организации по защите животных, особенно PETA, резко критиковали практику, называя ее бесчеловечной, и утверждая, что отравление животных, даже инвазивных змей, приводит к продолжительным страданиям. Представители PETA настаивали на более гуманном подходе, например, на отлове и гуманном усыплении змей, подчеркивая этическую дилемму намеренного причинения боли через отравление и ставя под сомнение моральное право использовать животных как орудие, даже если речь идет о вредителях. Официальные лица и ученые, курировавшие программу, дали стойкую защиту. Они подчеркивали, что выбранный яд парацетамол был выбран именно из-за своей летальности для бурого древесного ужа и относительной безопасности для других видов в окружающей среде. Они отмечали, что авиационные сбросы позволяли охватить огромные, труднодоступные лесные территории, управлять которыми традиционными ловушками или наземными операциями было практически невозможно. Эта масштабируемость, по их словам, была необходима для того, чтобы иметь хоть какие-то шансы на контроль популяции змей на уровне всего острова. Несмотря на уверения специалистов, общественный скептицизм сохранялся. Образ тысяч мертвых мышей, парящих с вертолетов, казался сюрреалистичным, и многие сомневались, сможет ли этот нетрадиционный метод поразить одну из самых устойчивых и разрушительных инвазивных видов мира. К концу 2014 года эффект программы стал заметен. В тщательно отобранных зонах, куда мыши были парашютированы в густых северных лесах Гуама, биологи и природоохранные чиновники наблюдали значительное снижение численности бурых древесных ужей. В некоторых из наиболее зараженных районов количество змей, по оценкам, сократилось более чем наполовину по сравнению с опросами, проведенными до сброса. В контролируемых регионах начали снова появляться местные виды птиц. Орнитологи и исследователи сообщали о постепенном увеличении наблюдений таких видов, как гуамская рель, микронезийский удод, кингфишер и нескольких других местных птиц, ранее доведенных до грани исчезновения. Казалось, что долгий заглушенный хор постепенно возвращается к жизни в кронах деревьев. Между тем, данные телеметрии, собранные с радиомеченных мышей, предоставили твердые доказательства эффективности программы. Ученые отслеживали крошечные сигналы от отравленных мышей, застревавших в кроне леса, и фиксировали быстрый интерес змей к приманке. Это подтвердило, что змеи действительно брали приманку достаточно быстро для того, чтобы парацетамол проявил смертельный эффект. Вся операция, некогда высмеиваемая как странный эксперимент,
показала себя как продуманное и эффективное применение науки и технологий в управлении дикой природой. На международном уровне то, что ранее казалось курьезом, стало предметом изучения и обсуждения в научных кругах как пример целенаправленного подхода к борьбе с инвазивными видами. Борьба не завершена. Несмотря на обнадеживающие результаты, битва с бурым древесным ужом на Гуаме далека от завершения. Обширная и труднопроходимая территория джунглей по-прежнему таит в себе бесчисленные очаги змей, недосягаемые для сбросов мышей. Густые заросли и недоступные скалы создают естественные убежища, где инвазивный вид может выживать и размножаться. Полное искоренение остается сложной задачей, возможно, недостижимой при нынешних технологиях и ресурсах. Признав это, стратегический фокус сместился от конфронтации к сдерживанию. Главная цель теперь – подавлять популяции змей в экологически чувствительных зонах, особенно в районах, критически важных для выживания местных птиц и других охраняемых видов. Защита этих мест обитания помогает предотвратить дальнейшее разрушение экосистемы Гуама и сохранить драгоценное биоразнообразие для будущих поколений. Ученые и природоохранители продолжают исследовать новые методы, включая генетику, усовершенствованные ловушки и восстановление местообитаний, в поисках еще более действенных инструментов для сдерживания инвазии. То, что начиналось как, казалось бы, безумная идея сбрасывать мертвых мышей с парашютами, превратилось в пример творческого применения науки для защиты экосистемы. В этой продолжающейся борьбе за экологическое будущее Гуама каждая небольшая победа имеет значение. Когда вы впервые услышали о сбросе мышей с парашютами, сочли бы вы это пустой тратой средств или догадались бы, что за этим стоит более глубокий план? Поделитесь своими мыслями. Благодарим за внимание.